И снова здравствуйте, мои дорогие друзья! В этом выпуске я подготовила для вас последние новости и обновления одного очень нашумевшего проекта, который, я уверена, многим из вас уже давно знаком, особенно всем тем, кто давно следит за моим каналом. И да, данный выпуск посвящен Mozart Finance. Стоит отметить, что данный проект является одним из самых нашумевших проектов в секторе DeFi на BSC, и тому причиной является не только стоящая за проектом команда специалистов, но и активное сообщество, которое с первых публикаций разглядело в Mozart Finance огромный потенциал, способный качественным образом дополнить сектор DeFi отличными инструментами фарминга и стейкинга, а в ближайшем будущем еще и инновационными функциями, включая музыкальный NFT, о которых, собственно говоря, я расскажу вам чуть позже. А пока всем тем, кто впервые слышит о Mozart Finance, в двух словах расскажу о самом проекте, который родом из чудесного города Зальцбург, Австрия, и назван в честь великого композитора. Также у Mozart Finance есть свой собственный токен BIP20 под названием Melody, предпродажа которого, можно сказать, осуществилась всего за 10 минут и позволила разработчикам собрать сразу хардкап в размере 950 BNB токенов, что я считаю очень здорово. Таким образом, приобретая себе токен Melody, пользователи открыли для себя уникальные возможности использовать его как в качестве финансового инструмента, отправляя свои токены в имеющиеся пулы ликвидности и получая при этом просто невероятные по размеру годовые проценты. А также все владельцы токена Melody сразу же обрели право голоса, которое впоследствии они смогут использовать при развитии всей экосистемы Mozart Finance. Ведь несмотря на то, что за проектом стоит команда разработчиков, проект Mozart Finance управляется исключительно его активным сообществом, опираясь на мнение которого происходят те или иные трансформации в самом Mozart Finance. С этим, я думаю, мы разобрались. Что же касается последних новостей, то, как вы уже поняли, Mozart Finance не намерен останавливаться на достигнутом, поэтому ставит перед собой все новые и новые цели, которые в свою очередь касаются общественных проверок и новых аудитов, благодаря которым контракты будут подвергаться все новым и новым проверкам, доказывая всему активному сообществу Mozart Finance их долговечность и безопасность. Плюс, как я уже успела упомянуть в самом начале своего ролика, разработчики Mozart Finance планируют создать самый большой в пространстве BSC музыкальный рынок NFT, что в свою очередь позволит Mozart Finance обрести еще большую популярность среди как уже имеющихся криптоэнтузиастов, так и среди всех существующих музыкантов. Для этого они планируют использовать VRF Chainlink для обеспечения доказуемой случайности, то есть для всех уникальных идентификаторов и данных, преобразуемых в NFT. Дополняют же все эти приятные новостные события и планы еще и новые партнерства, среди которых успела появиться фабрика маркетинга влияния. Стоит отметить, что эта фабрика также успела успешно обзавестись в ходе своего развития хорошей репутацией, а также многими такими именитыми клиентами, как Amazon, Google, Sony и многими другими, что в свою очередь позволяет Mozart Finance также обрести весь этот огромный мейнстрим потенциал. Одним словом, дамы и господа, переходите по ссылкам, указанным в описании, и присоединяйтесь как к активно развивающемуся сообществу Mozart Finance, так и к самому проекту. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание, удачи и пока-пока!